Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы будем проводить весеннюю высадку лилий гигантов. И специально для тех зрителей, кто еще не знаком с этой красотой, буквально пару слов об этих удивительных растениях. Итак, лилии гиганты или АТ-гибриды впервые были созданы в 1952 году в США и постепенно распространились по всему миру. Лилии-гиганты – самая востребованная группа лилий в мире на данный момент. Обладают прочными и крепкими побегами, которые в длину могут достигать 1,5, а иногда при хорошем уходе и даже 2 метров. Поэтому их иногда называют лилиями-деревьями. Главное украшение лилий-гигантов – это яркие и огромные цветки, которые достигают в диаметре от 20 до 30 сантиметров. Друзья, можете себе представить какой-либо другой цветок с таким огромным размером соцветия. Посадка у нас весенняя, поэтому не особо играет большое значение, насколько проросли лилии. Потому что если они хранились зимой неправильно, то бывает такое, что большие уже ростки будут у луковиц. Ну, давайте посмотрим на луковицы, которые я получил. Смотрите, росток только начался. То есть это говорит о том, что луковица хранилась правильно, она не начала преждевременно прорастать, и именно такая луковица как нельзя лучше подойдет для высадки в почву. Друзья, еще обратите внимание, насколько они плотные, насколько они крепкие. То есть это еще лишнее свидетельство о том, что они правильно хранились в зимний период. Они не стали рыхлыми, не стали такими полупустыми. А в полной луковице, в крепкой луковице всегда будет достаточно питательных веществ для первоначального развития стебля. Это очень важно, когда луковица крепкая. Но прежде чем приступить к высадке луковиц в почву, необходимо их защитить на будущее от различных вредителей и заболеваний. То есть необходимо их обработать протравителем. Мы будем обрабатывать престижем. Правда, престиж с некоторых пор называется уже по-другому. Тексиовелум. Это то же самое, что престиж. Но можно обрабатывать также максимом. Можно таким хорошим раствором марганцовки. Распыляем престиж. Видите, он ярко выраженный красный цвет у него. Затем переворачиваем клубни и обрабатываем с другой стороны. То есть протравитель должен покрыть луковицы со всех сторон. Подготавливаем посадочные ямы глубиной до 20 сантиметров, если крупные луковицы, и глубиной до 12 сантиметров, если луковицы у нас мелкие. Участок выбираем открытый, чтобы в обеденное время была легкая полутень и чтобы не было сильных ветров. То есть, чтобы участок не продувался, так как лилии вырастают достаточно большие, достаточно большая облиственность на них, и сильный ветер может их наклонить. Поэтому для них сильные ветра представляют некоторую опасность. Почва должна быть рыхлая, воздуховлагопроницаемая, потому что луковицы не любят застоя воды. Мы будем заполнять лунку торфом верховым, подкисленным, и перегнойчика сюда подсыпем. Все перемешиваем, в том числе захватываем песочек, который по бокам ямы. И давайте подготовим сразу вторую лунку. Для чего? Для того, чтобы, друзья, лучше всего один сорт высаживать кучно. Вот у нас есть 2 одинаковых луковицы, мы их рядом посадим. Есть еще тройные, по 3 луковицы, тоже рядышком. Тогда цветение будет более насыщенно на одном месте. Можно добавить еще в лунку к перегною и торфу какое-нибудь удобрение пролонгированного действия. Это удобрение, которое будет действовать в лунке на протяжении 4 месяцев, и постепенно оно будет отдавать растениям питательные элементы. То есть наша лилия будет чувствовать себя хорошо на протяжении всего этого времени. А вы сами понимаете, что большое растение требует большого количества питания. Все, при каждом поливе удобрение пролонгированного действия будет отдавать постепенно питание. Чем можно заменить, друзья? У меня это фирменное удобрение производства Голландия. Можно заменить, допустим, осмокотом с универсальной формулой. Так что осмокот, в принципе, тоже вполне подойдет для этих целей. И давайте теперь непосредственно произведем высадку этих луковиц. Осмотрим еще раз. Луковица, не сказать, что крупная, но и не мелкая. Сантиметров 15.
глубины вполне будет для нее подходящая. И заделаем. Это у нас лилия Шахрезада. Все. Одна посажена. В принципе, в посадке луковиц лилий ничего абсолютно сложного нет. Просто необходимо соблюдать некоторые правила по срокам посадки. А срок посадки вот именно ОТ гибридов с конца марта по начало июня. Это если вы весной будете высаживать. И с конца сентября по конец ноября осенью. Вот, друзья, собственно, на этом процесс посадки луковиц лилий гигантов закончен. И я очень надеюсь на их скорое, пышное, обильное цветение, чего и вам всем желаю. Спасибо всем за внимание. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.